Когда пришла пора покупки нового смартфона, я остановил свой выбор на Sony Xperia XA2 Ultra Dual. И сейчас объясню почему. В этом видео будет мой обзор или отзыв на 5-м месяце пользования данным смартфоном. Погнали! Всем привет, меня зовут Александр, и я рад приветствовать зрителей и новых подписчиков моего авторского канала. Из огромного рынка современных смартфонов, напоминающих своим корпусом обмылок, абсолютно не похожими на них выступают среднебюджетные смартфоны от компании Sony. Замечу, что флагманы этого бренда XZ внешне также не выдающийся, все тот же обмылок, поэтому первый плюс этому аппарату – оригинальный внешний вид. Ну а как вы знаете, поддержки встречают. Зайдите в любой магазин электроники и во всем однообразии смартфонов, смартфоны серии XA от Sony легко угадываются. Второе, для меня лично самым удобным являются аппараты с диагональю экрана от 5,5 дюймов. Удобными не настолько, что они легко вмещаются в ладони или в кармане джинс, а именно с функциональной стороны. Меньшую диагональ в современных реалиях я даже не рассматривал. Мое субъективное мнение, что в большой мужской руке должен лежать большой тяжелый аппарат. Эта лопата сразу же обращает на себя внимание прохожих своим размером, а еще винтажным стилем. Sony предлагает данный аппарат в 4 цветах: серебристом, черном, синем и золотом. У меня смартфон в серебристом угловатом корпусе, что лично мне очень напоминает аудиоаппаратуру, произведенную в 80-х, начале 90-х годов, в шлифованном алюминиевом или хромированном стальном корпусах. Несмотря на то, что корпус у него времени популярного и мной обожаемого диска, это современный аппарат с набором передового функционала, который построен на 64-битной операционной системе Android версии 8.0.0. За 5 месяцев пользования данным смартфоном от компании Sony модель H4233, а приобрел его в начале марта 2019 года, то есть через год после его выхода на рынок, я до сих пор не могу к нему адаптироваться. Пользовался им несколько непривычно. Приобрел я его 2 марта 2019 года за $340 в минском интернет-магазине. Это аппарат 2018 года. Сейчас в июле он стоит почему-то дороже, от $360. Упакован в скромную белую коробку из плотного картона. В комплекте смартфон, чек и гарантийный талон магазина, лист с информацией о воздействии радиоволн на многих языках, в том числе и на русском. Кстати, мировые бренды озабочены такими вопросами, в отличие от хайпанутого Xiaomi, поэтому и денег стоит. Далее небольшой лист с иллюстрациями для быстрого знакомства с аппаратом. Фирменное зарядное устройство с британской вилкой, возможно, смартфон везли из Гонконга. Из черного матового пластика с максимальным током нагрузки 1,5 ампера. И опять же фирменный кабель в черной резиновой оплетке длиной 1 метр с коннекторами USB-A и USB-C. Фирменная гарнитура с пластиковыми наушниками-вкладышами, которые имеют металлическую сетку на динамиках, удобный пульт с одной кнопкой для ответа на звонок, при остановке воспроизведения и переключения треков в обе стороны при двойном или тройном клацании. Наушники выдают хорошее звучание с мягким басом и чистыми высокими. Подключены к пульту тонким проводом разной длины, благодаря чему правый наушник забрасывается за шею. На конце провода длиной 95 см, имеющего цепкую резиновую оплетку, из-за которой наушники сложно распутать, имеется 3,5 мм Г-образный 4-пиновый коннектор. Ну а теперь я перехожу к обзору смартфона, в котором озвучу в том числе его недостатки. Да, всем современным смартфонам присущи какие-то недостатки. Это габаритный смартфон с размерами 162 на 80 и толщиной 10 мм в середине корпуса, где он немного выпуклый. Аппарат имеет прямые углы, которые при извлечении его из кармана всегда упираются. Такой смартфон абсолютно неудобно носить в кармане брюк и на грудном кармане рубашки, и лучше прикупить для него сумку. В руке его держать удобно, никакие углы в ладонь не упираются. На фронтальной стороне в центре размещен дисплей с диагональю 153 мм. Сверху и снизу есть вставки, но вся лицевая сторона и дисплей, и вставки покрыты алюмосиликатным стеклом с олеофобным покрытием Gorilla Glass 4-го поколения, произведенное компанией Corning. Стекло плоское, но имеет совсем небольшие скосы по бокам и обрамлено алюминиевой рамкой.
Стекло и металл добавляют массу смартфона, его вес 219 грамм. В то же время сборка отличная, все детали отлично подогнаны друг к другу и люфта нет. Небольшой прогиб задней пластиковой крышки к аккумулятору почти не ощущается, корпус монолитный. Одним из главных недостатков всех современных смартфонов я считаю безрамочный дисплей. Из-за отсутствия этих самых рамок по бокам, такой аппарат можно держать лишь на ровной поверхности или на открытой ладони, что в последнем случае, конечно же, провоцирует его на падение. Без использования бампера возможны постоянные ненужные срабатывания. Поскольку подушка ладони касается сенсора экрана, если тянетесь большим пальцем к дальнему ярлыку приложения. При использовании смартфона в играх и при его альбомном расположении придают удобство хвату пальцами и спасают от ложных касаний экрана именно вот эти боковые выступы. Я вообще удивляюсь, как пользователи обращаются с полностью безрамочными смартфонами. Эй, производители, смартфон не телевизор и не монитор, который лучше на стене смотрится. Смартфон руками нужно за что-то ухватить, здесь рамки нужны. Задняя стенка пластиковая, грани гладкие, закругленные, из-за чего смартфон может выскользнуть из рук. Поэтому чехол для него обязателен. Это уже какой раз повторяюсь. Хотя я относил его вместе без чехла и умудрился не отрихтовать. На верхней и нижней грани в отверстиях установлены два микрофона с отличной чувствительностью. Разговорный динамик запихнули в щель у верхней грани. Он прикрыт металлической сеткой. Звучит качественно и громко. Его расположение считаю неудачным, потому что приходится хрящами ушной раковины прикладывать острое ребро именно металлической грани корпуса, что особенно некомфортно в холодное время года. Опять же спасает силиконовый бампер. Экран данного аппарата диагональю 6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 пикселей и киношным соотношением сторон 16:9. Здесь установлена IPS-матрица с широкими углами обзора. Максимальная яркость очень высокая, и если ее задрать до максимума, то можно просматривать информацию с экрана даже при прямом попадании на него солнечных лучей. Адаптивную регулировку яркости однозначно выключайте, она постоянно темнит для экономии заряда батареи. Четкость изображения, баланс белого, хорошее отображение цвета, все в норме. Кстати, если не устраивают пресеты настройки экрана, можно вручную отрегулировать баланс белого. После зеленого AMOLED дисплея от Samsung я в восторге от данного. Этому дисплею однозначно лайк. И кроме того, Sony делает лучшую картинку на любом экране. Для управления используются 3 сенсорные кнопки внизу экрана. Это назад, показать рабочий стол и открыть все открытые приложения. Здесь же можно очистить все. Удерживая палец на начальном экране, можно перейти к его настройкам. Выбрать обои, тему, виджеты, переходы. Изменить размер значков. У меня стоит 5×6. То есть разные есть варианты. Или перейти к параметрам начального экрана. Для удобства пользования одной рукой в настройках экрана дополнительно необходимо активировать соответствующий пункт. Режим управления одной рукой. У меня он включен. И далее свайпом из нижнего угла в противоположный верхний можно уменьшить экран, также его перемещать вверх-вниз, изменить его масштаб или переместить влево-вправо в зависимости от того, какой рукой вы пользуетесь. Скриншот традиционно получается при одновременном нажатии кнопки питания и минус громкости. Или в меню кнопки питания при ее удержании есть пункт «Создать снимок экрана». Самое удобное размещение кнопок следующее. Кнопка питания под большой палец, качелька громкости под указательные и средние, что подразумевает расположение их на противоположных ребрах. В этом смартфоне все неудобно, так как размещены они с одной стороны, и здесь же чуть ниже кнопка активации камеры. По-моему, такую кнопку делают только Sony. Честно говоря, это удобно для оперативной съемки, но я к ней никак не привыкну и активирую камеру, нажав на ярлык приложения. И, кстати, активировав камеру этой кнопкой, снять вы можете, но для просмотра отснятого материала придется все равно сначала разблокировать аппарат. Также придется разблокировать, если вы хотите снять в разрешении 4К. Тут уже оперативности получается никакой. Такое размещение кнопок управления, скорее всего, будет неудобно при фиксации смартфона в стадикаме, так как свободное пространство между кнопками всего 6 см. На левой грани имеется лоток для 2 нано-сим карт
Под ними находится стандартный разъем с фиксацией со щелчком для одной microSD карты. Очень практично, что лоток можно изъять, подцепив ногтем за козырек. Мне, как перфекционисту, важно размещение основной камеры строго в середине корпуса смартфона. Иные варианты я не признаю. Здесь она совсем немного торчит из корпуса, имеет приятное шлифованное обрамление и мне напоминает дверной глазок. Слева от нее расположена вспышка, которая может в соответствующем приложении выполнять роль фонарика. Чуть ниже нее расположен дактилоскопический сканер. Расположен же опять неудачно, поскольку если вот таким хватом держать смартфон, как я держу, то всегда указательным пальцем я попадаю в объектив основной камеры. Сканер туговатый, бывает, что вообще не распознает мой палец. Но для безопасности есть возможность установить графический ключ. Распознавание по лицу в этом аппарате не предусмотрено. Ну и также между основной камерой и дактилоскопическим сканером находится метка NFC. Да, этот аппарат еще обладает NFC. В этом аппарате с камерой тоже не все прилично. Здесь установлена фирменная матрица на 23 мегапикселя Exmor RS с диафрагмой f2.0, которая позволяет делать качественные фотоснимки только при ярком освещении с максимальным разрешением в формате 4:3 или с разрешением чуть ниже 20 мегапикселей в формате 16:9, но при этом заметно растяжение кадра на краях. Получение резкого кадра возможно только с расстояния от объекта более 10 см, когда достигается фокус. То есть макросъемка с этой камерой вообще невозможна. Встроенное приложение обеспечивает автофокус даже при максимальном, здесь пятикратный цифровой зум, но только лишь при фотосъемке. Есть также поддержка HDR в ручном режиме настроек. На основную камеру можно снимать видео в разрешении Full HD с частотой 30 или 60 кадров в секунду. Причем кадры отличного качества. Но при таком же пятикратном цифровом зуме в предустановленном приложении фокус не срабатывает. Есть фирменная электронная стабилизация SteadyShot при съемке видео Full HD 30 кадров в секунду и 4К 30 кадров в секунду. Кроме того, из официального приложения камеры есть доступ к под приложением для видеосъемки с разрешением 4К с кодеками H264 и H265 в формате MPEG-4. Фото и видеосъемки с художественными эффектами, со звуковыми и для создания панорамной фотокартины. Возможно запись с частотой 120 кадров в секунду во всех разрешениях, кроме 4К. И затем встроенными средствами замедлить любой выбранный фрагмент видео, при этом выбора скорости замедления нет. А вот так камера снимает на основную камеру 23 мегапикселя, разрешение Full HD. Как видите, объектив здесь шире, чем в моей камере, на которой снимал этот ролик. И я считаю, что смартфон создан именно для коммуникаций. И для этого в этом аппарате все есть. А видеосъемка — это такая вещь, в принципе, для хорошей видеосъемки необходима именно отдельная видеокамера. Ну а здесь качество снимков и видео вполне достаточно, чтобы поделиться ими в соцсетях или с друзьями посредством других каких-то средств передачи данных. Но в рекламных роликах Sony позиционирует этот аппарат как селфи-смартфон. Здесь оригинально и необычно под стеклом установлено две селфи-камеры. Из них основная – это левая камера, опять же необычно, со встроенной фронтальной вспышкой. Только под вспышку высверлили отверстие в стекле. Камера позволяет делать фотоснимки в разрешении 16 мегапикселей с соотношением 16:9. Оснащена автофокусом, который срабатывает на расстоянии уже от 5 см от объекта. И также оптической стабилизацией. Правая камера широкоугольная позволяет снимать фото в разрешении 8 мегапикселей в соотношении сторон 4:3. Также с автофокусом. А видео снимает аналогично Full HD 30 кадров в секунду. Но уже только с электронной стабилизацией. Съемка видео на фронтальную 16-мегапиксельную видеокамеру в таком разрешении. Full HD, да, Full HD разрешение. Съемка видео на широкоформатную фронтальную 8 мегапикселей камеру и запись звука, соответствующий на микрофон смартфона. Раз, два, три, раз, два, три. А правее еле заметен многоцветный светодиод оповещения при разряде и заряде батареи и при получении уведомлений. Кстати, на некоторых сайтах, в том числе и на популярном в Беларуси онлайнере, указано, что смартфон не оснащен светодиодным индикатором. Врут гады, он есть. В
В смартфоне установлен один, но качественный динамик, скрытый за металлической сеткой на нижней грани устройства для воспроизведения рингтонов и звуковыдомлений. Причем этот металлический призвук ощущается на максимальной громкости воспроизведения. Смартфон имеет очень звонкий и, главное, громкий звук, которого мне не хватало в предыдущем моем аппарате Samsung. На шумном гудящем рынке я пропускал все вызовы, а вот с Sony уровень громкости гораздо выше. В принципе, стереозвук из динамиков для смартфона это бред и абсолютно лишняя функция. Поэтому меня этот смартфон по звуку устраивает на все 100%. Для прослушивания в наушниках имеется разъем мини-джек на верхней грани, что было одним из фильтров при выборе смартфона. Для коррекции звука в настройках есть несколько фишек. Фирменная DSEE-HX приближает звучание MP3 файлов в проводных наушниках до качества Hi-Res. Для автоматической настройки качества звука можно использовать Clear Audio Plus. И есть возможность использования эквалайзера и нескольких пресетов для вывода объемного звука. И кроме того, смартфон оснащен FM радио. Несмотря на то, что здесь абсолютно не флагманская начинка, она во всем сбалансирована. Именно такая, как нужно. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта объем ПЗО в моем случае, ну бывает еще 3.32 вариант. Видеомодуль Adreno 508. Здесь нет фирменных оболочек, как говорится, голый Android 8.0.0. И при первом включении смартфон поймал очередные обновления прошивки. Ожидается обновление операционной системы, но на июль 2019 года официальная 9-я версия операционной системы для Беларуси еще не прилетела. Производительность смартфона хорошая, на нем можно вполне играть в World of Tanks с частотой около 40 кадров в секунду на высоких настройках графики. Все радиомодули здесь имеют высокую чувствительность и поддерживают высокую скорость передачи данных. К ним вопросов нет. Смартфон поддерживает NFC, что являлось одним из основных пунктов при выборе. LTE-сеть, GPS, GLONASS, надежно держат связь Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi модули. Соответственно, различные протоколы беспроводной передачи данных типа Miracast и Google Cast смартфоном поддерживаются. В центре нижней грани аппарата размещен разъем USB-C, который используется для заряда встроенного аккумулятора, а также для обмена данными с подключенных к нему устройств, то есть имеется поддержка OTG. Через специальный адаптер можно транслировать видео и звук с подключенной к нему веб-камерой или просматривать файлы с флешки. Кроме того, можно через данный разъем отдавать заряд от встроенного аккумулятора на внешнее устройство, например, подзаряжать Bluetooth наушники. Встроенный литий-полимерный аккумулятор с заявленной емкостью 3580 мАч обеспечивает смартфону достаточную автономность. При обычной нагрузке аккумулятор поддерживает работоспособность смартфона в течение 2 суток. Смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. Однако комплектуется только обычным зарядным блоком питания, который заливает полную емкость в этот аккумулятор за 3,5 часа. Мои тесты показали, что при заявленных 3580 мАч сюда заливается около 3200 мАч. Фирменный режим стамина позволяет экономить заряд батареи, отключая неиспользуемые задачи, а режим ультрастамина отслеживает периоды постановки на зарядку и обеспечивает бережный заряд аккумулятора и достижение полной зарядки именно к моменту, когда вы традиционно снимаете его с зарядки. Эти режимы, конечно, можно отключить. Неудобно то, что светодиод меняет цвет с оранжевого на зеленый уже при 90% заряженного аккумулятора. И тут нужно обращать внимание на текст внизу экрана, если нажать кнопку питания, и уровень заряда батареи в верхней строке состояния. То есть с 0% до 15% светодиод красного цвета, с 15 до 90 он оранжевый и с 90 до 100% зеленый. При падении уровня заряда до 15% светодиод мерцает красным цветом. Уведомления отображаются мерцанием голубым цветом. Это японский аппарат, хотя и произведен в Китае, от флагмана теле- и видеостроения компании Sony, под которым подразумевают качество, надежность и долговечность. И во всяком случае он меня пока не подводил, в отличие, наверное, от китайских смартфонов, пользователи которых меняют аккумулятор уже через пару лет. Все ссылки для знакомства с этим аппаратом будут в описании внизу.
18 июля смартфон получил новую версию операционной системы Android 9, в которой в настройках камеры уже интегрировали разрешение 4К, но в то же время вынесли в отдельный ярлык запись с частотой 120 кадров в секунду. То есть эти два момента взяли, поменяли местами. Есть и другие изменения, но в основном они чисто дизайнерские. Подписывайтесь на канал, всем приятных покупок и до встречи на канале. Пока!